На первый взгляд кажется, что iOS 12 это скорее версия 11.5. Просто большинство изменений под капотом, за счет чего сильно выросло быстродействие. А визуально как будто ничего и не поменялось. Но и для пользователей здесь достаточно изменений, поэтому число 12 полностью себя оправдывает. Начнем с внешнего вида. Стоит включить музыку, и вы сразу же увидите на экране блокировки темное оформление плеера. Выглядит красиво. Возможно, в финальном релизе мы все же увидим полноценную темную тему, которую так ждут владельцы иксов. Пока что в черном только плеер, и уведомления не беспокоить. Когда у нас пачка уведомлений, все действительно красиво группируется. Тут же можно отключить и настроить уведомления от каждого приложения. Следующее, что видно глазами, клавиатура. Предлагаемые для ввода слова оформлены иначе, а при удержании пробела на устройствах без 3D Touch можно вводить курсор прямо по клавиатуре. Но вот выделять и перетаскивать – это прерогатива 3D Touch моделей. Раздел «Аккумулятор» стал очень наглядным, с графиком. Теперь можно увидеть, сколько раз в день юзер заряжает смартфон. Ниже четко показано время работы экрана и в фоне, за весь день или за определенный промежуток. Идем в шторку с кнопками. Здесь появились две новые кнопки – скан QR-кода и слуховой аппарат. С первым все ясно. Открывается камера и сразу готова к скану. Можно и просто камеру открыть. Но через этот пункт должно быть чуть быстрее. А вот второе – нечто невероятное для тех, кто плохо слышит. Надеваем AirPods, включаем эту штуку, кладем телефон возле источника звука и отходим. Работает весьма достойно, можно пользоваться. Еще одно крутое применение AirPods. Пользователи часов заметят новое оформление раздела ачивок, то есть достижений в приложении «Активность». Раздел уведомления в настройках тоже чуть преобразился. Появился новый раздел «Время экрана», в котором видно, где сколько времени вы провели. Здесь же можно включить ограничения на использование экрана и отдельных приложений, и во время bedtime. Вот так выглядит экран, когда нужно спать. Но при необходимости можно попросить 15 минут использования того или иного приложения, или вовсе отключить этот режим. Кто злоупотребляет залипанием в телефон и хочет отучиться от этого, тому новая плюшка поможет. А еще не нужно больше платить сторонним сервисам, чтобы контролировать детей. Также можно вынести виджет скринтайма. Пароль из смс-ок для активации всяких вайберов сразу появляется над клавиатурой, и мы тут же его вставляем. Еще более плотной стала интеграция с менеджером паролей OnePassword для тех, кто не пользуется iCloud Keychain. Он научился придумывать сложные пароли, кстати. В iPhone X приложения из многозадачности теперь закрываются просто свайпом. Режим смещения экрана вниз, чтобы дотянуться до верха, реализован еще круче и красивей. Face ID поддерживает два лица. Ура! Или нет. Среди скучного – обновленные акции, новости, Apple Books и диктофон, хотя последний и хорош. Конечно же, новые анимодзи с языком и мемодзи завезли, а Siri научилась включать фонарик. Среди полезного – приложение Measure и переехавший сюда уровень из компаса. Жесты из iPhone X доступны и на планшете. Шторка с кнопками вытягиваются, как и на десятке. Сверху справа и появилась дата в статус-баре. Режим «Не беспокоить» можно включить на час. Включить автоотключение по локации. Но ночью никакие уведомления даже не будут появляться. И утром вы первым делом увидите прогноз погоды, а не миллион важных и не очень ночных сообщений. Это основные изменения в iOS 12. Что касается быстродействия, то на десятке в принципе и так все быстро работало. Поэтому визуально разница практически незаметна. А напишите мне в комментариях, владельцы более старых айфонов, как вам новая бетка, стала ли реально быстрее? Система в бете в принципе стабильная, поэтому можно рискнуть и поставить ее на основной телефон. Осталось решить, чья бета лучше, iOS 12 или же Android P. Напишите мне в комментариях, что думаете по этому поводу, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока, котаны!